Друзья, добро пожаловать в страну, в которой люди практически не потеют. Добро пожаловать в Бангладеш. 2 дня мне понадобилось, чтобы получить в департаменте разрешение на поездку в лагерь беженцев. Это по 3 часа в день. Ну, результат хороший, бумаги на руках. Поэтому отправляемся и я, и мой бангладешский друг в лагерь. Бангладешский автобус. Здесь и милостыню просят, и мороженое продают, и воду, и все, что можно. И фильмы даже снимают иногда. Женщина просит милостыню. И у меня тоже, я не исключение. Но, если честно, я задолбался давать уже здесь каждый второй. Просит. Мне кажется, в те разы такого не было. Сейчас прям очень много просящих. Практически количество просящих выровнялось, как в Индии стало. Конфликт, который произошел в соседнем государстве Мьянма между буддистами-мьянмийцами и мусульманами-шиитами, рохинджа их зовут, обернулся беженцами на территории Бангладеша. Более 1 миллиона человек прибыло сюда вот на данный момент. Самые большие лагеря беженцев находятся здесь. Почему получал разрешение? Потому что они охраняются солдатами. И туда просто так не попадешь. Там стоят чекпоинты, где нужно показать разрешение. У всех у них статус беженца, есть ID-карта, они могут спокойно передвигаться по стране, спокойно работать. В общем, все они могут здесь делать спокойно. Водитель автобуса каждые 2 минуты дергается с места, как будто вот-вот мы уже уезжаем. Я уже 15 раз морально готовлюсь к тому, что мы сейчас тронемся с места и уедем. Обратил на это внимание, оказывается, мы никуда не едем. И он специально делал такой маневр, чтобы все, кто на улице был, быстрее побежали в его автобус, сели. — 25 литров воды в день нужно выпивать, чтобы себя чувствовать комфортно. Ну, конечно, шутка, но 4 литра уходит в день. Даже поболее. Уже второй дядька вот заходит с такой штукой, я не пойму, что это такое. Вот что здесь. В общем, кого-то они заколят этой штукой. Пацан, который улыбается. О, вот все. Впереди вообще какие-то прям темно-кожие головорезы сидят. Таких, если увидишь где-нибудь в джунглях, убежишь быстро. Прям 2 такие там потлатые, темнокожие. Еще по мачете, если в руку дать. Что я не пойму, сидел один водитель, все, второй. Похоже, у нас автобус сейчас развалится. Здесь даже тараканы в автобусе есть. Неудобно снимать, большое количество вот таких вот в белом людей стоит. Они поймут, что я таракана снимаю. Он пополз по чьей-то голове впереди сидящего. Какие-то студенты. Я не знаю, что происходит с организмом от жары, но прям вырубает. Мой бангладешский друг уснул. Хотя вроде бы спали всю ночь.
с чистыми мыслями, чистый организм, ничего запрещенного. Наверное, все-таки вот плюс 40 так действует. Везде рисовые поля. Как говорится, рис всему голова здесь. Мечеть попадается каждые 300 метров. Самая горячая поездка была этот раз в автобусе. До такой степени жарко, что штаны прилипают, даже хлопковые к тебе. Сейчас опять какое-то разрешение спрашивают. Абдулла стоит возле печатного станка. Поэтому ждем. Здесь продают вот такие вот орехи. Это для пана используется. Я сейчас просто один взял в руку. Запах тухлого яйца от него. Этот дядька внимательно за мной смотрит, что я делаю. Отвратительный запах, такой зловонный. Здесь видно, что всевозможные флаги организаций ПРИОН, которые помогают. Там такая большая плотность населения, несмотря на то, что здесь даже рикши не ездят. Каждые 100 метров встречается чекпоинт, где сидят военные. Женщины здесь полностью покрытые. Блин, ну это еще не сезон дождей. Просто, когда выпадет первый дождь, что здесь будет происходить? Здесь такое бешеное испарение будет. Я совсем не заметен в этой толпе. Вроде пока никто не подходит. Я думаю, все прекрасно понимают, что иностранец здесь просто так не окажется. Без разрешения. И такое ощущение, что я в Афганистан попал. Здесь что-то в воздухе такое едкое летает. Это прям вот самый настоящий лагерь для беженцев. С голода здесь никто, как говорится, не пропадет. Меня зачем-то на определенном участке территории попросили выключить камеру. Мне подсказывают, что здесь находится школа для детей. Ну, здесь место не похоже на какие-то трущобы. То есть это вполне оборудование. Оборудованное техникой, какими-то элементарными предметами для жизни. Или, может быть, мы еще не углубились. Здесь вот уже подальше от центральной части. Начинаются. Ну все, я понял. Не делайте выводов раньше времени, как говорится. Чем дальше углубляемся, тем больше похоже это на трущобы становится. Я такое уже где-то видел. Это, кому интересно, самая большая деревня в Бангладеше. Похожее все было. Не знаю, как отреагируют сейчас. Мы в школу идем. Салам алейкум. Салам.
Так выглядит школа. Все ушли на обед. Думают, показать или нет. Ну, чисто, парты есть. Все есть, в принципе, для занятий. Доска есть, стол есть, мел есть. Не надо забывать, что это лагерь для беженцев. Таких школ я уже увидел штук 10 маленьких. Учитель дал добро прогуляться. Денис. My father's name? Олег. Елена. Всех спросили. Маму, папу. Sister name? No sister. Облагороженные трущобы под контролем государства и международных организаций. Ну, вот здесь начинаются вот эти домики из, как говорится, из говна и палок, в которых очень жарко, дышать нечем. Крыша накаляется, потому что она иногда бывает железная. Стены из оцинковки тоже нагреваются. Поэтому... Ну и плюс плотная застройка. Но здесь реально огромный. А если туда смотреть, ниже уровня. Как-то даже здесь не по себе, если честно. Такое чувство двоякое у меня. Здесь выдают воду. Выдают или продают. Что? Панир? LPG gas supply. А, газовые баллоны. Газ. Бесплатный газ выдают здесь. Так это все выглядит. Люди стоят за газом. Прячет лицо. Пацан лет 25. Не знаю, чего стесняется. Ну, с водой здесь нет проблем. По крайней мере, это уже хорошо. Мы, получается, идем по центральной улице, а туда вниз прям сотни метров уходит. Но здесь очень жарко. Очень и очень жарко. Я не представляю, сколько мне нужно прожить, чтобы привыкнуть к этому климату. Масджид? Так выглядит мечеть. Я сразу по кранам понял. Делают омовение. Небольшое помещение. Попросил свернуть от маршрута, от главного. Купается. Здесь уже, конечно, картина такая удручающая. Вот она, настоящая жизнь. Женщина что-то раскатывает, тесто какое-то, лепешечки. Много, очень много малышей. Прям практически в каждой комнате я вижу по малышу. Фух. Так, за нами кто-то идет уже. Чувствую прям плотно. Метров 100 вон. Я останавливаюсь, он останавливается. Я не поворачиваюсь, пусть идет. Не будем мешать друг другу. Но здесь вот, я смотрю, дома сделаны из бамбука. Из толстый бамбук. Что такое здесь? Sit down here 5 minutes. Салам алейкум. Так, сейчас зайдем в медресе, посмотрим. Интересно, такие мероприятия всегда мне.
Это учитель, а это маленькие дети. Ну, на вид им лет по, я не знаю, 9. Все одеваться начали. Форму. Я попросил, чтобы он их не заставлял одевать эту спецодежду, потому что им жарко, реально жарко. Очень много детей, повторюсь, очень много. И малышей, и взрослых, и... Представляете, если здесь миллион живет человек, я думаю, в год тысяч на 30 только детей появляется. Но судя по тому, что, салам алейкум, очень много народу здесь находится, наверное, безработных много. Что того парнишку, которого мы видели на Кокс-базаре, он работает. Он не живет здесь, он живет уже там. Они как-то смогли вырваться отсюда. Здесь, наверное, находятся все те, у кого прям проблемы. Как-то неудобно камеру повернуть в квартиру, потому что там везде люди сидят всегда. Или женщина грудью кормит, или можно в непонятки попасть. Или ребенок спит на полу. Я смотрю здесь, видите, вот эти синие брезентовые, какие-то тканевые материалы везде преимущественно. Салам алейкум. На них что-то написано. Вот исламик, второе слово не могу прочитать. Что-то с исламским связанное. У дяди Дениса уже язык заплетается. Это поселение на десятки километров. Этим улицам конца края нет. Временное может перерасти в постоянное. Вон, куда они денутся? Ну куда, значит, они будут все время здесь жить. Парнишка, который с нами был, работает при государстве, поэтому и водил нас по центральным улицам. Но мы сейчас отошли за главной улицы в сторону. Здесь вот уже все иначе. Канализация. Испугался, блин. Девушка стояла вплотную к двери. Здесь света нету. Я пока не вижу. Дома пронумерованные. Жилье. У всех домов есть номера. Это официальные постройки. This your home.
Can I see? পারবো অবশ্যই পারবো না No woman. মহিলার দাঁড়ান থাকলে চলবে জাস্ট এই বাড়িটা দেখাবো পারবো আমাদের ওয়াইফ আছে ওয়াইফ তুমি জিজ্ঞেস করতে পারবে বলেন কি হওয়া পরে মানে কি হুসার গেলে হবে সাংবাদিক Не стал я туда заходить, потому что он начал напрягать жену. Она кормила грудью, говорит, типа, прекращай. Я говорю, да все, не надо так делать, пойдем дальше. Если у нас ভাই আপনি আগে не থাকবেন кормлено дитя আমাদের будет. সাথে থাকবেন আপনি Канализации центральной нету, есть вот такие вот канальчики. রাশিয়া Yes. То есть, сами понимаете, какой здесь стоит запах. Потому что все фекалии по улице. Но все равно государство их не бросило, хоть как-то и помогает. Вот здесь нельзя прям сильно говорить, что прям проблемно у людей. Вот здесь вот, да, такой небольшой участочек. Везде есть колонки. Люди моются, купаются, стираются. Nice. Fine. Денис. Школа медресе. И школа рядом. Еще одна. এখানে শিক্ষিত আছে এখনো আছে যেতে পারবে স্কুলে তো যেতে У нас новый попутчик. Нас передают из рук в руки. Я бы сейчас с удовольствием под эту колонку запрыгнул. Если я так понимаю, учительница. যেতে হবে আছে না আছে তাহলে এটা স্যার নাই Салам алейкум. Это, наверное, все-таки детский садик. Да, это не школа. Хотя нет, это школа. Салам алейкум. Какие-то первоклашки. Просто немножко возраст. Салам алейкум. Это школа. English text. হ্যাঁ ইংরেজি সবগুলো Английский язык учат. ইংলিশ মায়ের মা যেটা ভাষা আছে বার্মিজ এটা বার্মিজ ভাষা না মাইমা কারিকুলাম আচ্ছা গ্রেড 2 না রিডার টু ди класс Вот вам и трущобы. Со светом, конечно, проблема. Они сидят в темноте, дети. И все, что пробивается сквозь окна, то и светит. Перец сушится. Оп-оп-оп. Мальчик в чем-то вымазанный. Не пойму, или специальный какой-то крем. Его побрили на лысо, наверное, поэтому помазали. গরমের জন্য লাগাইছে এটা মাথা গরম 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 লাগে তো তো আমরা মাথায় লাগালাম Салам алейкум. Еще одна медресе. Не могу понять, для чего вот это сделано, конечно. Обезьян вроде бы здесь нету. Чтобы животные не прыгали, птицы.
Зонтиками ходят здесь. এটা ওই দিনের কথা বল না না সম্ভব না Зонтики тоже, смотрю, подаренные. Какая-то благотворительная организация. У всех одинаковые зонтики. সব মিথ্যা হোক কথা বলিয়া গেছে না এখান থেকে গেছে গেছে কাটিয়ে রুজবা সম্ভব না না এটা Никак не можем попасть к кому-то в гости. কাটিয়ে যেখানে Это все увиливает. 3 মাসে জানুয়ারি ফেব্রুয়ারি মার্চ এখানে আসে 90% жителей данного поселка нигде не работают. Живут за счет субсидий государства и помощи от других стран. আমার আর বললেন নাই যে Как утверждают местные, রাতিও পাহাড় они сюда пришли 16 лет назад. 16 лет вот он здесь живет. এটা বিচার আছে А большая часть здесь появилась в 2017 году, হইছে না টাকা দেন когда начался основной геноцид мусульман в Мьянме. টাকার জন্য তাহলে আপনি চলেন কিভাবে От А до Я помогает им полностью государство. Денег наличных никто им не дает, ни наличным, ни на карточку. То есть государство дает все. Рис, рыбу, дал, хлеб, муку, овощи. Ну, то есть все то, чтобы человек не остался голодным. Если внимательно присмотреться, они здесь, ну, плюс-минус чуть-чуть ухоженные. Потому что এটা বলে কি ну, это ты идешь, все здоровые, все бегают. Государство дает им медресе, мечети, школы, больницы, элементарные средства связи, образования. Ну, полностью на обеспечение государством. Рядом находится магазин, я спросила, а как же они рассчитываются, если ни у кого нет налички? Те, кто уехал отсюда, например, находятся в других странах, они же не только в Бангладеше, зарабатывают, отправляют. Так появляется небольшой оборот. Кто-то не живет в данном поселке, например, а на другой части Бангладеша где-то работает, ведет свой бизнес. Естественно, таким образом сюда и заходят деньги. Ну, люди, если живут здесь 16 лет, в принципе, за это время можно было бы сделать какой-то стартап или желание уехать отсюда. Их все здесь устраивает. Жизнь не сказка, конечно, здесь, но им хватает. Не каждое государство сможет потянуть 1 миллион беженцев уже 16 лет. বিদ্যুৎ আছে তো না কারেন্ট На данный момент, повторюсь, их уже больше. আমাদের টাকাগুলো তাইলে তাক না তাইলে না তাক আর বিজন আছে ওইটা শুধু বানারে ওই দিন বিজন আছে কোনো ঘরে টিকেন নাই Как я отметил ранее, здесь проблема с электричеством. Электричество только у очень богатых, кто может себе позволить солнечную батарею купить, или тот, кто работает в госучреждении. Есть возможность подтянуть удлинитель. У большинства нет света, нет вентиляторов. То есть кто-то откуда-то что-то тянет. Накопили деньги на аккумулятор на солнечную батарею, можно подключить маленький вентилятор. Не накопили, открываем двери, окна и довольствуемся воздушной тягой. На вопрос, хотели бы они вернуться обратно в Мьянму, ответ: они действительно хотят вернуться в свою страну, но вы знаете, каждый день слышны какие-то драки, каждый день кого-то из Рохинджа убивают. Они получают новости об убийстве своего брата в Мьянме. Как они могут это сделать после этого и вернуться обратно, когда им угрожает опасность? То есть до сих пор It's only 10 minutes там walk происходит геноцид, со слов местных жителей. Ровно километр отсюда находится граница и находится уже Мьянма. На границу нас не пустят, сказали. Можете даже туда не суваться. Оказывается, здесь все очень близко. Информация, которая гуляет в интернете, якобы у них нет документов, удостоверяющих личность, именно принадлежность к стране Мьянма, неправдивая. У них есть документы, у них есть ID, адреса, ID, паспорт আসার পথে মারা গেছে местный.
এমনিতে ওরা ওরা И যে бангладешский, и ID-паспорт Мьянмы. মারার জন্য না ডাইরেক্ট হাড়ি হাত Просто они не хотят туда ехать. Сейчас задал вопрос, ওই যে ওরা যে есть ли у него погибшие среди родственников. এখানে বাংলা ছিল Пытаемся выяснить. Его дядя и дедушка, когда шли сюда, умерли от жары в поле. Не смогли дойти до границы. Также я спросил, сколько человек сюда ежедневно приходит. Сказали, не ежедневно, а вот за последние 2 недели зашло 100 тысяч человек. То есть это какой-то бесконечный процесс. Я переспросил, что 1000, 10 нет. 100, уже на калькуляторе даже написал, 100 тысяч человек зашло за последние 2 недели. Там начались звонки уже. Абдуле звонят, спрашивают, какие вопросы он задает, откуда он прибыл и для чего. То есть, ну, уже кто-то доклад сделал. জীবন শেষ Позади меня идут тренинги. Старший спрашивает младшего, тот ему рассказывает на английском. В среднем в одной семье по 4-5 детей в каждой семье. В каждой квартире, которая нам попадается, я вижу у всех там 2-3 курицы и цыплята есть. Живут. Здесь пытаются как-то еще и выращивать. এখানে রুট আছে রুটে রুটে যাই এখান থেকে তো বলতো যে কোন দিয়ে আসছে কোন দিয়ে যায় না 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 আর বলতে দিয়ে যাই Ну, нету таких прям вот зловонных запахов. Вот только возле канализации. Так-то вроде бы чистенько. এই মরিচ আপনারা চাষ করেন হ্যাঁ В квартирах, по крайней мере, ও আচ্ছা пол блестит. Вот насчет детей задумался. Вот 1-2 ребенка. Салам алейкум. Уже кажется много, если 2 ребенка. А это 5 детей. কেনরা লেনি দিয়ে রাখি তারা Гуси, утки, куры, козы. Салам алейкум, вот как оберег для меня. Блок Д. Вот видите, флаг. Здесь, оказывается, по блокам все. Если зайти в офис, 100% есть карта с домами. Вот так скажу, здесь даже почище, чем в Даке. Практически на каждой крыше есть солнечные батареи маленькие. Ну, они прям, чтобы лампочку, наверное, держать. Денис. Денис. Oh, Chinese, all right. Where are you from? From Russia. From Russia. রাশিয়ার Так, камеру вниз не опускаем. Здесь дети нагишом сидят. Так, что-то похожее мы уже проходили. Салам алейкум. আসসালামু আলাইকুম আসসালামু এই জানাল্লাহ এই চল যা কই Короче, я выхожу отсюда, я уже не могу. Я, когда зашел в квартиру, в дом, в жилище, как угодно можно это назвать, я там задыхался. Я просто задыхался. Мне, во-первых, все батареи сели от температуры, и я уже вытерся. С меня ручьем просто все стекало. Я же говорю, вот эти жестяные стены сильно накаляются, и там просто дышать нечем. Отпустили, поснимали. Квартиру, конечно. Дай бог такой жизни никому. Вы можете, конечно, сказать многое, что они верят в Бога, они по-своему счастливы. Может быть, но
верить в Бога можно и при более лучших условиях жизни. Maybe this is Russian language. Одно другому не мешает. Рано я радовался, что все хорошо прошло. То есть проводнику дали денег там втихаря, где я снимал дом, я сам им там дал отцу. Ну, неудобно снял вроде. И уже этот парень, который с нами рядом ходит, подходит и в наглую говорит: дай мне денег. Я говорю: зачем, я тебе должен? Ну, я же с тобой рядом ходил. Я говорю: я тебя не просил этого делать. То есть в конце уже начали все огрызаться. То есть какие-то суммы не устраивают. Не делай добра, не получишь зла. Ну, их тоже можно понять, но неприятно все равно. Неприятно, ты вроде бы с душой. Все-таки какая-то корысть, она присутствует. Я всегда сам даю, если человек реально помог, подсказал. Ну, когда прям вот целенаправленно начинает себя выкачивать, не особо нравится мне. Такие машины я видел в Афганистане. Мне кажется, они никогда отсюда не уйдут. Пока эти организации будут существовать, этот лагерь будет жить. Хотелось бы еще отметить, что уровень английского языка здесь такой довольно-таки неплохой. Они уже с детства шпрехают, спикают. Зайди в какую-либо другую трущобу, в той же Даке. А здесь каждый третий на английском пытается что-то спросить. То есть они учат, реально учат. Кто-то плохо, кто-то хорошо, но учат. Кажется, если сейчас замерить мою температуру тела, 38-39 градусов. Опять же, если немножко пофантазировать и додумать, что было бы здесь, если бы не было рядом госучреждений, военных, сотрудников полиции. Здесь было бы, наверное, весело. Не все так сказочно и прекрасно было. Здесь бы другая жизнь была. Вот так здесь уже я не походил с камерой. Спокойно. Вот видите, мужчина несет курицу. Вот так дают бесплатно. По одной штуке на семью, там, я не знаю, в неделю раз, по-моему. Вот едет скорая. Я так и не понял, как он меня увидел. То есть он слепой, и он пошел за мной, я сел в рикшу, и он меня все равно увидел. То есть или девочка, поводырь, потому что я не знаю, как он смог подойти. Они сейчас с этой стороны подойдут, я так и знал. Скорее всего, она его... Она подает сигналы, сколько нужно стоять. Он стоит. Да, это девочка его водит. Сначала даешь деньги на радость, под кого-то осчастливить. Потом понимаешь, что все полная фигня. Потому что сумку наполнить деньгами, мелочью, и все равно ее не хватит. Если ехать от Кокс-базара до лагеря беженцев, по пути встречается 5-6 постов военных. И на двух я видел тщательную проверку. На одном из них нашего впереди меня сидящего пассажира проверили. Я спросил, что за проверка. В общем, из Мьянмы тащится огромное количество наркотиков. И солдат подошел и поставил руку на сердце. Проверил сердцебиение.
Сумки ворошат. Я сначала не придавал этому значения. То есть огромное количество наркоты заходит в Бангладеш. Попросил показать фото мне. Показали таблетки красного цвета. Как сказал мой бангладешский друг, эти таблетки использовались в Первых и Вторых мировых войнах для поддержания лошадиного тонуса. Люди не спали по 36 часов. И 90% потребляемых это бывшие граждане Мьянмы. Вот. Из 10 человек, кого поймают с этими таблетками, 9 человек из Мьянмы на территории Бангладеш. Увидел такие сеточки, остановись. В общем, вот как выглядит напи. Просто как глина, месиво, которая запрессовывается вот в эти клетки. Ну, сначала в эту клетку выкладывается лист, потом вот этой колотушкой вот в той форме запрессовывают. И все, и она готова к отправке. Мы едем дальше. Друзья, добро пожаловать в страну, где никто не потеет в плюс 50 градусов. Добро пожаловать в Бангладеш. Сегодня я постараюсь вам показать, как делают рыбную продукцию для племен Мьянмы. Вот, в общем, куда-то туда уходит эта рыбная продукция. Готовится она на берегах Кокс-базара Бангладеша. И я со своим бангладешским коллегой еду все это дело смотреть. Мы проезжали мимо. Сразу скажу, там дышать нечем. Там стоит... на еду нельзя говорить такие слова, но там стоит такой духан. Это... рыба сохнет. Рыба засыхает. Эта еда пользуется спросом у бедных слоев населения. Называется наппи, и готовится она не только из рыбы, а из любых организмов, которые плавают в море. Моллюски, крабы, креветки, все морепродукты. Паштет, в общем, дословно. Показываю вам, как делается это блюдо. Салам алейкум. Он зовет переводчика, потому что он сам не понимает. Окей. Не понимают они язык. Но я вот вижу здесь креветки какие-то, рыбка мелкая. Здесь все. Чьи-то ноги. Кто-то потом пробует. Просто прелестно. Эти мелкая креветка, мелкая рыбка. Это до того момента, как да, начинает она измельчаться. Говорят, типа это все вкусно. Не знаю. Сомнительная продукция. Ну, голод не тетка, выбирать не приходится. Так, ну, в принципе, здесь можно увидеть все стадии приготовления. Рыба сушится, рыба пила. Но это, скорее всего, не пойдет на это блюдо. Красиво как смотрится. Так, а потом, допустим, это рыба. То есть с моря ее привезли, потом ее подсушивают. Потом дедушка ее перерабатывает, измельчает. Потом вот так она сохнет. Сохнет. Потом, что они с ней делают? На этот процесс мы, наверное, не успеем застать. В общем, они начинают ее замешивать. Замешивается все это дело ногами.
То есть это такая сырая масса. Вот после того, как порубили, все это складывается и месяцы. Ногами замесили. Все. В общем, все делается ногами. Вроде бы и не отходы, но такой процесс производства своеобразный, скажу вам. Салам алейкум. После этой фразы можно подходить. То есть у них ноги пропитаны рыбой у всех. В эту массу добавляется соль, чтобы все это не сгнило. Соль не обработанная, а вот такая серенькая. То есть она очищенная от глины, но не лучшей обработки. В общем, кашеварят. Все делается на глаз. Замешивали утром, пока было более-менее прохладно. Ну, в принципе, все понятно, как это происходит. Потом это добавляется в салаты, еще в какие-то блюда. Кто-то варит похлебку, супы. Ну, по мне, это масса только кормить скотину или рыбу на рыбе на прикорм. Мы все-таки нашли, где месит дядька. Салам алейкум. Это уже предпоследняя стадия, но он в каких-то калошах. Поэтому он так смело все это показывает. Ну, чтобы вы понимали, все равно я вижу у него в калош туда закидывает эту массу, эту кашу. Потому что он в калошах, другой босиком. В это время он мухи золотистого цвета по этой массе ползают. Говорят, из этой массы котлеты очень вкусные. Рыбные котлеты холодные. Не только с пылу, с жару, вот прям со сковороды, а когда остывают с рисовым гарниром. Это очень вкусно. Не будем дядьке мешать. Пускай готовит блюда. Вот такие вот разные кухни мира. Салам алейкум. Ну, все здесь сохнет. Мне кажется, я ни за какие деньги не отважился. Хотя у всех есть цена, наверное. И у всего есть цена. Ну, не попробовал бы. Блин, ну это даже если он в галошах, все равно. Нет, вот здесь ногами прям месяц. Салам алейкум. Молодежь уже более продвинутая, у всех есть телефоны, ну практически у всех есть интернет, поэтому могут читать комментарии под роликами в соцсетях. И я так понял, он говорит, увидел, что я снимаю, перестал шедевры выполнять, исполнять свои. Все ногами делается. Тут, наверное, в галошах, да, это может быть ран какой-то. Все ногами. Нет слов. Поэтому, неважно, мне кажется, в какой стране, если предлагают какой-то вторсырье, лучше не есть. Или что-то копченое. Лучше всего свежее есть. Все, что переработанное, все, что закопченное, сваренное, законсервированное. Непонятно, в каком состоянии все это готовилось. Это реально блевотно, честно. Это вот за все время, это, наверное, самое отвратительное блюдо, которое я видел. Я больше вообще не хочу видеть рыбы после этого. Я попросил остановиться, потому что я видел, как сюда нассала собака. Прям реально нассала. Я не знаю, кадр это поймал, я нет. Я это видел. Вот еще стоит. Ракушки. В общем, волосы растут, наверное, у людей, кто эту пищу принимает очень хорошо. Can I see? Если он сейчас не спрыгнет, то мы увидим процесс приготовления. Ой, какая вкуснятина. Видите, калоши снял. Салам алейкум.
У него ногти хной покрашены. Даже если он их ноги моет, даже если, я уже не знаю, все равно это отвратительно. Так вот он аккуратненько перемешивает, как будто по тарелке размазывает. Серая масса с розоватым оттенком. Чтобы вы понимали, там не только с ног может туда падать, а чуть повыше из паха сыпаться, перхоть. Вот туда привезли рыбу свежую. Свежая рыба сохнет. Смотрите, сколько здесь мух. Просто здесь какие-то салфетки, целлофан. Так, в мечети азан начинается. This food for people? Yes? Окей. Я просто еще раз переспросил. Точно для людей? Да. Это для людей. Здесь же и ссут, и срут, и моются, и куры, и гуси, и еда. Вот здесь вот туалет. А здесь все это сохнет. Тут же болото с мусором. Что-то мне прям тошнить стало. Мне реально подтошнить стало. Прям, да, не по себе. Кто покупает эту продукцию? Еще раз. Мьянма. Оказывается, даже Китай забирает это. Неужели это в Китае едят? Здесь видно, как привезли эту рыбу. Ее моют. Там такая же вода, как и рыба. Так, ну а мы вроде бы увидели, вернее я увидел производство этой каши однородной массы, как ее формуют. Если они сейчас подпустят, конечно, заснять. Салам алейкум. Так вот все это выглядит. Женщины упаковывают. Это вкуснятина. Попал я в цех. Я говорю, мне как пройти, снимать ботинки? Он говорит, нет, снимать не надо. Здесь вот такие вот толкушки женщинам мнут. То есть они их в однородную массу превращают. Китай, Индия, Таиланд и Мьянма. Основные покупатели данного блюда. Вы, наверное, хотите поинтересоваться, а в какие же блюда добавляется данная масса? Рыбная карри. Так что заказывайте и восхищайтесь. Вот еще дядька ногами мнет. В ботинках, в носках прям. Здесь все этим занимаются, весь поселок. Вот девочки продают в тарелочках. Ну, там все занимаются, все, абсолютно все. Все вон давят ногами эту массу. Производство всегда будет находиться возле воды, возле рыбаков. Все должно быть максимально расположено друг к другу. Я уже согласился со всем. Ноги, руки, волосы, спина, перхоть, ногти. Но я до сих пор не могу переварить кадр, когда нассала собака туда. Да. Каков он вкусовой букет на конечном этапе. По скриптум $2 стоит килограмм таких вкусняшек.